Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Козерог. Таро прогноз. Июль 2025. События на пороге. Знаки судьбы. Чего вы не видите? Давайте с вами узнаем, попробуем предположить, что подсказки карт– это та аллегория, которую нужно принять во внимание, или что мы действительно не видим, как могут развиваться события, и рассмотреть как альтернативный вариант. У нас сегодня две колоды. Первая– это цыганский оракул Сибила, а вторая колода– 78 дверей, и принципиальное значение имеют двери, открыты или закрыты. Давайте узнаем, чего же вы не видите. Некоторые метаморфозы мы ожидаем все, поскольку Уран входит в знак зодиака Близнецы. Это происходит в самом начале июля. Этот период продлится достаточно долго, но пока еще в 2025 году это будет до ноября. Потом он вернется в знак зодиака ненадолго. Телец, и уже в следующем году, 26-м, на 7 лет окончательно там обоснуется. Ну давайте, начало июля. Чего вы не видите? Знаки судьбы. Вот такая карта. Ладно, я случайно, честно, открыла, а собиралась закрытую доставать. Но раз уж так все пошло, какая-то болезненная ситуация, или, может быть, это касается вашего самочувствия, и тогда не нужно додумывать самому, а идти к врачу конкретно, чтобы о себе узнать чуточку больше, пройти обследование, или узкие специалисты там, чтобы вас проконсультировали. Но это может быть и ситуация вообще к чему угодно, или с чем угодно связанная. Это может быть какой-то вопрос, который касается даже вашей работы. Это что-то затянулось, вот именно затянутая болезнь. Нам показано, что человек явно не сейчас лег, он уже какое-то время тут находится. И это не навсегда тоже, но нужно вылечиться, выздороветь нам нужно. Основная задача. И, значит, по работе время принимать какие-то важные решения. И причем мы ведь по этой карте не можем торопиться. Более того, выздороветь это значит и какое-то лекарство. Поэтому вы должны с чем-то разобраться, мои дорогие. Пока мы сами не разберемся, не поймем, откуда у проблемы ноги растут. А что ж тут будет меняться, какое тут может быть выздоровление. У кого-то это может проиграться и в личной жизни. Так тоже бывают зависимые отношения. Может быть, это когда вы ждете слишком долго какого-то человека, он вам не сказал однозначно нет. Но когда-то там давно обещал да. А в итоге после этого целая дистанция у кого-то в годы. А и спрашивается, так это уже какая-то зависимая ситуация, как болезнь. И чего ты ждешь? Вот интересно. Ладно, достанем знак судьбы второй, как событие на пороге. Чего вы не видите? Может быть, у кого-то банально вот эти две карты, нет взаимопонимания с детьми. Я могу допустить, что у кого-то и вот прямо до конкретности вы ждете ребенка, вы просто сейчас уделяете себе больше внимания, проходите обследование. Для вас, мои дорогие девочки, кому это целесообразно, по возрасту, ну и по вашим намерениям, скажем вот так. Понятно, не для всех. Тут у каждого как-то по-своему. По ребенку это ведь всегда что-то новое пытается войти в нашу жизнь. Но понятно, что мы должны словно подготовиться к этому. Пусть это по работе, новая должность, новые способы дохода или какое-то направление вашего творчества тоже новое. Но вот так вот раз и перепрыгнул. Нет, выздороветь и понимать, куда мы идем, прежде чем мы с чем-то определимся окончательно и будем долгое время что-то продолжать. Сам по себе момент перехода. Вы можете этого не видеть. У кого-то должно завершиться длительное как бездействие. Я такое тоже допускаю. И вы, может быть, и не заметили, что вы привыкли к чему-то. Привыкли настолько, что, кажется, сроднился, что это уже словно мое. Ну вот шутка когда-то очень давно такая ходила как раз по Ильфу и Петрову. Я все-таки скажу, разрядить обстановку. Паниковский, отпустите гуся. Не могу, он ко мне привык. Вот, может быть, это совсем и не смешная ваша история, но посмотрите вы как-то на это все же с таких юмористических позиций, потому что юмор нам помогает играть с собственным горем и переносить какие-то тяжелые события через бездну разочарований. Вот вам
тоже нужно увидеть какой-то альтернативно совершенный вариант. Пусть это среди вашей какой-то путаницы, хаоса или среди ваших болезней, у кого-то так тоже может проигрываться. И нам ведь не говорят, что это что-то острое, да тем более тут нам карта явно выздоровление обещает, потому что уже ребенок как новая жизнь, как не то что выздоровление, а тут вообще новые горизонты, новые возможности. Но мы ведь можем и подзастрять, пока мы сами не начнем себя лечить, вряд ли тут что-то, не кто-то даже, мы сами себя лечим, понимаете? И в первую очередь мы понимаем, что же происходит. Вполне вероятно, и нужно добавить больше вдохновения или позитива в свою жизнь. И никто не придет нас позитивом этим развлекать или вдохновлять. Это мы должны искать, наверное, начало таких эмоций или возможностей в самих себе. Задача, словно возрождение, мои дорогие. Здесь нет в этой колоде карты возрождения. Но вот именно вот этот дуплет, он о чем-то подобном и говорит. Ладно, давайте достанем события с первых дней месяца. Что же для вас вот именно самые вот эти первые дни? И чего вы одновременно не видите? Что у вас на пороге? По аркану священник, это, знаете, я, конечно, допускаю, что у кого-то это могут быть вопросы, связанные с родственником. Мы все разные, да, и люди меня смотрят из разных стран. Но ведь священник – это то, что, ну, вот как по судьбе мы говорим. Или то, что согласуется не только с законами, а с менталитетом или с тем, что принято в обществе, в той именно местности, может быть, где вы сейчас проживаете. Может быть, это еще какие-то структуры, учреждения, государственные структуры, потому что, ну, по-другому нам вот показан, как будто туда храм. Но и раньше, я говорила, эта колода достаточно старая, где были записи актов гражданского состояния. Ну, где-то там же, при храме, правда? Ну, потом начало меняться, плюс-минус, смотря в какой стране. Но так или иначе, здесь есть смысл, как будто у вас что-то завершить и одновременно правильно начать, и к этому еще и добавить закон. Поэтому кто-то из вас будет заниматься здоровьем, к примеру, да, либо своим собственным, либо домочадцев или ваших далеких родственников. Может быть, вы будете оказывать помощь друзьям, и одновременно вы можете сами где-то контактировать с высокими учреждениями, или, может быть, вам кто-то даст доверенность, и вы за какого-то человека, который не может пойти, вы теперь будете решать какую-то тему, вопрос, что-то подписывать, согласовывать. Тут самые разные какие-то варианты могут быть в зависимости от нашей жизни. И карта ребенок нам все-таки говорит о том, что все равно есть что-то новое и доброе, что пытается войти в вашу жизнь. Мне хочется немного пояснить вот этот триплет, с чем связана вот именно карта болезни. Прозреть как будто вам нужно, мои дорогие, не, друг. Это может быть, с одной стороны, и когда мы сами на кого-то держим обиду, тогда мы тоже себе не друзья. Почему? А мы себя погружаем. Знаете, вот обида, она нас внутренне разрушает. Что бы мы об этом ни думали, мы начинаем досадовать, потом мы начинаем упорствовать. Нам кажется, ну-ка, я еще раз попробую точно так же. Или наоборот, я вообще ничего делать не буду. Я типа умываю руки, и я отхожу в сторону от этого дела. Но вы это сказали, возможно, но не сделали. Эта тема продолжает жить в вас внутри. И она тоже может вас внутренне разрушать. И если мы уже ставим точку, то мы уже ставим точку. Мы понимаем, для чего мы уходим или для чего мы прекращаем отношения с конкретным человеком. И делаем выводы и идем дальше. Но и самому, кстати, себе не навредить. Вы можете попасть в какую-то такую ситуацию, или, может быть, это было связано, все же у нас уже как будто человек, да, в постели, что вы уже кому-то доверились. Вот у кого-то так проиграется. Попросту вас обманули, вот хочется сказать. Поэтому есть и разочарование, мои дорогие. Да, вас кто-то мог. К примеру, вы даже банально могли пойти
допустим, в смартфоне, вот по каким-то рекламным предложениям или вот этой рекламе, которая, ну, ее она в разных видах бывает. И там ведь кликбейт, самое главное подцепить человека на какое-то любопытство. И человек, не думая, жмет на эту кнопку, и вот вы уже прозрачная для фишинга. И мог быть еще и обман. У кого-то из вас разочарование, потому что вы подписали какой-то документ. А если вы еще ничего подобного не подписали, вы знаете, мои дорогие козероги, все-таки вам тут есть карта как предупреждение, совершенно неожиданный для меня расклад. Но, может быть, не для всех, это общий прогноз, общий. А кому-то это и важно услышать. Тут нужно себя сохранять, все документы, бумаги перепроверять. И точно, вот видите, аркан священник. Мы можем где-то говорить как правосудие, причина и следствие. Так вот, все должно согласовываться с законом. И если вы подписываете документ, неважно, в банке, по работе, контракт, читайте, что там написано. Буквально дополняйте недостающую информацию не вашими догадками или надеждой на то, что все будет хорошо, или я потом решу, или решится оно само. Нет, тут нужно понимать, в какую сторону вы идете и как в отношении вас работает закон. Что такое ребенок? Ну, в данном случае это какие-то надежды. Вот это просто ожидание, понимаете? И может быть это у кого-то, как я говорила, действительно, девочки мои дорогие, кто-то из вас ждет ребенка. Ну, тут никуда не денешься. Это ожидание и надежда. А у кого-то мы все разные, это может быть бесцельное ожидание. Что такое аркан-священник? С чем это связано? Юная женщина. Может быть, у кого-то из вас брачная история или семейная история. Может быть, и кто-то, я такое допускаю, собирается в брак. Может быть, не все как бы точки над «и» расставлены. Может быть, и для кого-то ситуация, когда есть заминки в отношении тех процедур, которые вы наметили с конкретным человеком. У кого-то может проиграться, вот настолько мы разные. Допустим, уже есть какие-то договоренности по работе даже, да, вот мы будем так говорить. И вам был назначен срок, когда вы должны явиться в организацию. Вы приходите, узнаете, а человек болен. И вы пытаетесь тут как-то эту тему разрулить, но у вас не получается. И вам приходится ожидать. Может быть и так. Тогда, если приходится ожидать, или вы куда-то вообще попадаете, в какую-то инстанцию, учреждение, организацию, не торопитесь о себе все рассказать. И если вас спрашивают даже, а зачем вы пришли, старайтесь быть лаконичны и кратки, потому что карта все-таки есть не друг. Когда мы не умеем правильно реагировать на паузу, которую при контакте с собеседником в ответ получаем, мы иногда можем проболтаться больше, чем мы намеревались. Поэтому тут вам буквально и свои слова контролировать тоже приходится, потому что просчитать немного вперед, да, на будущее, и самого себя не ввергнуть в какую-то болезненную ситуацию. Или, вполне вероятно, вы получаете какое-то известие, бумагу, и вам нужно явиться в назначенный срок. Я еще спрошу, так что ж такое священник? Я вижу, что это контакты с какими-то, да, лицами. Здесь это могут быть, нам показан солдат. Но солдат он разный. Но кто-то меня смотрит из тех стран, где действительно сейчас небезопасно. И это может быть как человек в форме, буквально военный, но это может быть и таможня, это может быть форма. И врач. Давайте разложим немножко на нашу, переложим точнее современность. И если священник, это вот именно больше позиция чиновников. Если мы говорим о солдате, или то, что вот, ну, как бы положено, может быть, положено вам по закону. А если мы говорим о солдате, то это конкретная персона, которая действует по приказу. Приказ имеет рамки. Ни ближе, ни дальше, ни вширь, ни вглубь. В определенных рамках находится своих полномочий или то, что ему доверено, и вы можете контактировать с таким человеком. И вам, с одной стороны, нельзя какую-то ситуацию, как обострить ее. Ее нельзя пустить, как будто совсем не в ту сторону. Вам действительно нужно контролировать. Карта недруга говорит о том, что не все, мои дорогие козероги, у вас пока однозначно.
Вот неожиданно, правда, но есть и юная женщина. Может быть, это вы пытаетесь с каким-то человеком юным, неопытным. Не обязательно это женщина, это может быть и мужчина. Но какой-то опыт ваш собственный, может быть, даже, мои дорогие. И если вы, неважно какого возраста, мои дорогие козероги, если чувствуете, вот я профан, я как лапать в каком-то вопросе, который касается законов, нововведений, каких-то инструкций, новых технологий, то вам точно нужно что-то изучить перед тем, как действовать. Хотя у кого-то личная история. Вот совершенно разношерстный такой у нас получился расклад, прогноз. Давайте теперь мы попытаемся конкретизировать. Какие двери открыты, какие закрыты, что придет, а что уйдет. Что будет продолжаться? Чем не соблазняться? На что соглашаться, то есть что вам помогает? И чего опасаться, с чем быть осторожным. Итак, что же там приходит? Ну вот точно есть четверка мечей. Мы складываем оружие, кстати. Я говорила, тут и не поссориться, тут надо очень как-то правильно. И не рассказать о себе больше, чем следует. И какие-то очень выверенные действия. Перепроверить какую-то информацию, как работает закон. Нам по четверке мечей еще и говорят, вообще где-то умей себя сохранять. Кстати, в этой колоде, если уже мы говорим, принципиальное значение, имеют двери закрыты или открыты, нам показан человек, который сам прогуливается возле дверей, и он даже как будто не направил туда свою трость в сторону этих дверей, он и не собирается туда входить, но он хочет своим видом всем показать: «Я здесь был». И человек, хоть он и изображает слепого, и тем не менее. И если мы уберем вот эту трость, да, или пусть эта трость будет опущена вертикально, то мы можем подумать, в принципе, человек в очках в темных просто прогуливается. Он великолепно сложен, плечевой пояс разработан шикарно, я бы даже сказала. И часто это не совсем свойственно людям, которые имеют вот такой недуг по зрению. Явно человек хочет нам что-то продемонстрировать. Он словно надел маску. Вот что придет? Вот какая-то подобная ситуация. Когда это и вам где-то карта говорит, и ты, Козерог, представь, что для тебя сейчас, я так вижу, с учетом вот всего нашего прогноза, вот такая позиция, самая правильная. Вроде ты тут был, а вроде бы ты и не видел. Вроде ты знал, да, но не придал значения. Или для меня это было неинтересно, я забыл. Вот такой момент. Вам как-то, знаете, нужно взять нейтралитет. И вот за это или отступить полшага назад в каком-то вопросе. Может быть, и не в одном. И вот эти полшага, они у кого-то могут укладываться час времени, 15 минут, у кого-то день. Для того, чтобы найти недостающую информацию, вам нужно что-то осмыслить, привести мысли в порядок. А что уйдет? Ну, мы можем стучаться словно в какие-то двери, но вряд ли нам их откроют. По пажу пентаклей, это правда, мы могли рассчитывать на одну работу, а тут что-то меняется. Или нам могли тут что-то пообещать, а потом это как-то не случилось, не срослось. Уходит какой-то возможный контакт, который вы предполагали, или какое-то дело, которое вы тоже считали, что может быть у вас уже в кармане. Вот вы могли так думать. Или где-то, пусть не на 100%, но на 50%, так это точно, были какие-то надежды. Но есть какая-то тема, которая, увы, ну, не получается это продолжать. А я бы даже сказала, может быть, и не нужно. То есть вот эти 50 на 50. Что же будет продолжено? Вот посмотрите, какая у вас серьезная карта. Насколько вы теперь ресурсны, мои дорогие козероги. Но карта мага – это ни разу не про чудеса или про какую-то магию. Маг – хладнокровный практик. Он великий реалист и великий дипломат также, потому что он поставил перед собой цель, и он понимает, что совершенно необходимо корректировать мелкие планы. Иначе в любой момент все может пойти наперекосяк, а если я не готов к коррекции к этой, ну, я словно отказываюсь от собственной мечты. И люди могут манипулировать. Первая карта нам тоже где-то об этом сказала.
Но будет и, видимо, продолжаться контакт с конкретным лицом, или у вас какая-то тема такая, когда и вас могут склонять к той позиции, которая удобна кому-то, но есть и ваша собственная позиция. Как-то вам очень правильно придется выходить сухим из воды. Балансировать все время. Нам ведь не случайно, обратите внимание, балансируют на одной ноге и одновременно все удерживая стихии, наш маг. И поэтому держать баланс в первую очередь, как и в отношениях. Где-то и работа. И у нас словно лента, посмотрите, которая где-то отчасти окрас змеи напоминает, да? Ну, пусть не обязательно, но где-то с намеком. И складывается в лемнискату. И как будто один какой-то выход только есть. Меч. Одно какое-то решение. И мы можем точно так же сказать, что когда у нас достаточно информации, когда мы подготовлены, подкованы по какому-то вопросу, или мы знаем, как закон точно работает. Может быть, конкретно у кого-то ситуация есть, юрист, адвокат, вы. Вот нет белых пятен ни в том, что вы намереваетесь сделать, ни то, что вы сделали раньше. Вот тут надо разобраться. Иными словами, не только мысли в порядок, но, может быть, и ваши намерения на будущий период. И это будет продолжаться. Вы сами сильны, как я сказала, но и вы, мои дорогие козероги, сталкиваетесь с не менее искусными манипуляторами. Помните об этом. Чем не соблазняться? Рыцарь кубков — шикарная карта. Это карта приятных эмоций, хорошего настроения. Мы можем так на подъеме быть, знаете, добрее ко всем. Или где-то, ну, вот этот восторг эмоциональный, он тоже как, знаете, розовые очки замыливает нам глаза. Вот мы уже ее не видим. Сквозь замыленный глаз, что ж там в реальности на горизонте? Есть какая-то конкретика. А потом все-таки произойдет какой-то холодный душ. И совсем ведь нам карта говорит, да, прекрасная, с одной стороны, карта, которая обещает добрые эмоции, продолжение каких-то отношений. Но если по отношениям карта говорит, подожди, не строй далеких планов. Сейчас, да, вдохновиться самое время. И если мы про двери открыты или закрыты, здесь у нас грот, вход в грот, который расположен за вот этим ледяным водопадом. Прежде чем туда попасть, нужно сквозь этот ледяной душ пройти, освежиться, будем говорить. И карта не говорит, почему не торопиться. А ведь не гарантия, что ты даже после этого холодного душа, то, что ты увидишь, тебя порадует. Вот поэтому и позиция, чем не соблазняться, и на эмоции собственные в первую очередь не вестись, не говоря уже про все остальные, но и где-то быть готовым к неожиданностям все-таки стоит. Даже если вас, ну вот судьба словно балует, мои дорогие, или есть какие-то отношения, которые вам очень хочется продолжать, тут нужно разобраться, вы в какой позиции, чтобы не было, знаете, вот как больные отношения тоже, с чем-то разобраться. На что соглашаться? На проверенных людей, на сохранение самого себя. Шикарная карта. Праздник после победы. Но к этому празднику, прежде чем мы дойдем, тут совершенно какие-то другие вам приходится использовать методы, может быть, новые контакты. Или себя, как в другом совершенно амплуа прочувствовать. Вот я даже и вижу так. И действительно, если у мага у нас все стихии в руках, ну и, наверное, по оракулу у нас тоже все стихии, какие могли, только выпали, правда? Начиная, и тут и власть нам выпала, и солдаты, или люди в форме выпали, и врачи, или какая-то ситуация, которую явно нужно вылечить буквально, и документы, есть и новые начинания, есть и какие-то новые контакты, но есть и то, что не все люди нам братья, или не все люди искренне. А для вас что должно быть продолжено, или на что вот нужно согласиться, максимально обустроить свое, ну, надежное положение в первую очередь, чтобы вы могли находиться вот так вот, как зашел в дом. Это место нашего пребывания. Может быть, это и какие-то вопросы по части вашего места проживания вам придется решать и рассматривать разные варианты. Но опять же, будьте реалистами. Для вас, видимо, уже где-то в июле нужно определиться с чем-то. Или иметь то место вашей безопасности. Вот понимаете, место вашей безопасности,
где вы чувствуете себя, ну, вот, неуязвимым где-то, может быть и так, где вы можете просто привести и мысли в порядок, и тело в порядок, да, отдохнуть, вот где-то так. Ну и в плане окружения, это те люди, которые надежны. Вот эти 4 жезла, это как 4 столпа, в некотором смысле, как якорь. Вот он должен быть у вас обязательно, мои дорогие. Поэтому не время риску, вот же я еще бы это так сказала. Чего опасаться? Но мы можем, вот понимаете, смотрите, вы собрали 3 четверки. Четверки это всегда, ну, в некотором смысле это статика, или какая-то пауза, или это якорь, или это уверенность. Вот в самых разных проявлениях. Здесь тоже статика нам показана, но это 4 кубков. И посмотрите, 4 мечей, человек идет. Это не случайно, я всегда говорю, мечи – это рационализм и интеллект. Кубки – это наши эмоции и привычки. А жезлы – это дела, работа, бизнес, неважно какие дела, домашние дела, согласование в плане закона, в плане подписания важных документов и деньги. То есть это, по сути дела, мы строим наше благополучие. Так вот, по части привычек и эмоций, здесь явно какой-то перекос. И тут мне не надо по этой карте говорить, чего опасаться. Во-первых, бездействия какого-то, когда мы ждем болезнь. Можно, кстати, трактовать болезнь как какая-то привычка, которую вы раз повторил, потом еще раз повторил. И помним, что сознание – это великий шаблон. Даже нам иногда сознание, заведомо зная, что эта программа, это как программа компьютера, она прописана в нашем сознании. Мы за предыдущий опыт утрамбовали, словно в наш компьютер, в наше сознание, уже какую-то программу. И даже если сознание знает, к чему это приведет, к какому-то минусу, но другой программы нет, поэтому будет повторена та, которая есть. Выйти из зоны комфорта, вот говорят, но это что-то подобное для вас, может быть, и ожидает. Явно выздороветь, мои дорогие, так вот в целом, да, если аллегорически сказать, вот начало июля, самое время. Но вы можете этого не видеть, вы думаете, да, в принципе, меня все устраивает. Ведь не обязательно, что человеку не нравится его положение. Может быть, прилег отдохнуть, подумаешь, тут не так уж и много лекарств, и вполне он так не выглядит несчастным, тоже можно сказать. Можно ведь изобразить по-разному, поэтому перекладывайте на себя. Я благодарна вам за ваши комментарии, за то, что вы смотрите мои видео. Подписывайтесь на мой канал, оставайтесь со мной и будьте счастливы, будьте любимы всегда.